В этом видео мы рассмотрим фазовый сдвиг между индикаторами VSM осциллятор AO и Accelerator осциллятор AC. Этот метод позволяет выявлять ранние сигналы смены рыночных циклов. Мы опираемся на работу Билла Уильямса, теорию хаоса и психологию толпы, чтобы получить более глубокое понимание динамики рынка. В следующем ролике я дам вам бонус-бот, его можно будет скачать в телеграм-канале, на котором вы сможете протестировать на истории разные параметры рассмотренного сегодня индикатора в связке с еще несколькими. Всем привет, с вами снова Евгений. Как вы помните из предыдущих видео, AO представляет собой индикатор импульса, рассчитываемый как разница между 5-периодной простой скользящей средней SMA медианных цен и 34-периодной SMA тех же цен. Формулу AO вы видите на экранах. AC, в свою очередь, является производной от AO и вычисляется как AO минус 5-периодная SMA от AO. Благодаря этому AC реагирует на изменения импульса быстрее, чем AO. Ключевой аспект заключается в фазовом сдвиге. В экстремальных точках, пиках и впадинах AC часто опережает AO на 1-3 бара. Это временное отставание возникает из-за структуры индикаторов. AO сглаживает данные через более длинные SMA, в то время как AC фиксирует ускорение изменений. Для точного анализа экстремумов можно использовать алгоритмы поиска локальных максимумов и минимумов. Например, на основе сравнения значений с соседними барами или с применением фильтров, таких как EMA для сглаживания шума. Почему фазовый анализ эффективен? Финансовый рынок – динамическая система с элементами хаоса. В хаотических системах фазовые сдвиги предоставляют информацию о переходах между состояниями. На рынке это проявляется в циклах – ускорение, замедление, развороты. Фазовый сдвиг отражает временной разрыв между изменением ускорения AC и импульсом AO, что соответствует задержке в реакции участников рынка. С точки зрения психологии толпы, рынок реагирует поэтапно. Сначала фиксируется замедление ускорения, это AC разворачивается, а затем осознается исчерпание импульса, AO следует за ним. Если AC уже достиг экстремума, а AO продолжает рост, это указывает на то, что первые участники начинают фиксировать позиции, в то время как основная масса остается в состоянии эйфории. Такой сдвиг аналогичен накоплению эмоций. Жадность или паника развиваются постепенно, и фазовый анализ позволяет уловить начальные признаки. Преимущества метода включают получение опережающих сигналов, особенно в боковых движениях, где AO подвержен шуму. Анализ сдвига полезен на таймфреймах от 15 минут до 4 часов для свинговой торговли. Если кто не знает, то свинговая торговля – это стиль трейдинга, при котором позиции удерживаются от нескольких дней до недель с целью заработать на среднесрочных ценовых движениях. Метод совместим с другими инструментами, но сразу говорю, что даже с ними нужно быть очень внимательным и аккуратным, так как стопроцентной гарантии не даст ни один индикатор. Например, с аллигатором, где сжатие линий, челюсти, зубы, губы сигнализируют о флете, усиливая значимость фазовых сдвигов. С ADX при значениях ниже 20 фазовые сигналы более релевантны. Добавление ATR помогает оценить волатильность. Рост ATR при сдвиге может подтвердить силу пробоя. Для глубины анализа рекомендуется не только пересечение с нулевой линии, но и сравнение временных лагов экстремумов. Однако есть ограничения. В сильных трендах сдвиг минимален, поскольку индикаторы синхронизированы. И анализ неэффективен, но и тут можно посмотреть под другим углом. Синхронность AC и AO говорит о сильном направленном тренде. На новостях или высокой волатильности экстремумы искажаются, требуется фильтрация, например, через EMA с периодом 5 или 10 для AO-AC. Автоматизация анализа экстремумов сложна из-за необходимости точно выделять значимые максимумы и минимумы на фоне шумов. Требуется тщательная настройка критериев отбора пиков, а также учет рыночного контекста. Например, различия между трендом и боковым движением. Без дополнительных инструментов фильтрации сигналов интерпретация может быть ошибочной. Интерпретация сдвига следующая. Положительный лаг, AC опережает AO, это сигнал торможения. 1-3 бара – это стандартное отставание, 4-7 баров – индикация смены цикла, и более 7 баров – это признак хаоса с потенциалом резкого реверса. Отрицательный лаг, AO опережает, встречается несколько реже положительного и указывает на ускорение тренда. Нулевой лаг – это синхронизация. В тренде подтверждает импульс, во флете – аккумуляцию.
На практике в боковом рынке с низкими объемами индикатор AC часто дает сигнал разворота раньше, чем AO. Это отражает разницу между ранним ощущением изменения рыночной динамики, то есть энергии, и реальным откликом рынка, то есть между тем, как участники начинают чувствовать смену направления, и тем, когда они действительно начинают массово действовать. Этот временной лаг можно использовать в свою пользу. Чтобы повысить точность таких сигналов, их стоит фильтровать. Например, учитывать сжатие линии аллигатора, фаза ожидания, низкое значение ADX меньше 20 – это признак флета, и уровень ATR, чтобы отслеживать слабые движения. В телеграм-канале вы можете найти готовую реализацию индикатора фазового сдвига, он называется AO AC Phase Shift. Он строит гистограмму, где каждый столбец показывает временной сдвиг в барах между пиками или впадинами AC и ближайшими аналогичными экстремумами AO. Как это работает? Индикатор находит значимые пики и впадины в AC, те, что выделяются среди соседних баров и имеют достаточную амплитуду, чтобы отсечь рыночный шум. Затем он ищет соответствующий пик или впадину в AO в заданном окне, например, 20 баров вперед или назад. Разница во времени между этими точками становится высотой столбика гистограммы. Это не просто числа, это карта, показывающая, как быстро рынок переходит от изменения ускорения к изменению тренда. Что означают значения гистограммы? Возьмем минус 3. Это значит, что AC достиг экстремума на 3 бара раньше AO. Ускорение опережает импульс. Если это пик в AC, рынок показывает замедление роста, что может быть ранним намеком на разворот вниз, особенно если цена тестирует сопротивление. Если это впадина, AC сигнализирует об ускорении роста, предвещая бычий импульс, который AO подтвердит через 3 бара. Такой отрицательный лаг – это предупреждение о возможной смене динамики, шанс подготовиться к развороту, но нужен контекст, например, дивергенция или свечной паттерн. Теперь представим плюс 5. Здесь AO опережает AC. Его пик или впадина случились на 5 баров раньше AC. Это говорит, что тренд уже идет. Например, AO показал впадину, сигнализируя о бычьем импульсе, а AC подтверждает это с задержкой. Это момент для входа в устоявшийся тренд, но будьте осторожны, движение может быть уже зрелым. Нулевой лаг – это идеальная синхронизация. Пики или впадины AO и AC совпадают, усиливая сигналы, такие как пересечение нулевой линии или формация блюдца. Это как зеленый свет для сделки, если цена и другие факторы подтверждают. Зачем это трейдеру? Отрицательные значения вроде минус 3 дают ранние сигналы для подготовки к разворотам. Идеально для тех, кто ловит точки входа на опережение. Положительные значения, такие как плюс 5, подтверждают тренд, добавляя уверенности для входа или удержания позиций. Нулевые сдвиги подчеркивают моменты, когда AO и AC работают в унисон, усиливая сигналы. На графике цены индикатор добавляет визуальную ясность. Красные линии отмечают пики AC, оранжевые – впадины AC, а яркие голубые и лаймовые – пики и впадины AO. Эти линии как мосты, соединяющие моменты синхронизации или рассогласования, помогая увидеть, где рынок меняет поведение. Настраивая параметры, такие как окно поиска или минимальная высота экстремумов, вы можете заточить индикаторы под свой стиль – скальпинг, свинг или долгосрочные тренды. Но помните, лаг, будь то минус 3, плюс 5 или 0, это не сигнал для немедленной сделки, это часть картины. Сочетайте его с уровнями поддержки и сопротивления, свечными паттернами или другими индикаторами. Например, минус 3 на пике AC с дивергенцией на графике может намекать на продажу, а плюс 5 на впадине AO с пробоем уровня на покупку. Этот индикатор как лупа, увеличивающая динамику между импульсом и его ускорением. Он помогает читать рынок глубже, улавливая ритм его движений, фильтруя сигналы AO и AC и находя дивергенции или подтверждение трендов. Это инструмент для тех, кто хочет видеть не просто график, а историю, которую он рассказывает. Давайте разберем, как усилить анализ фазового сдвига, комбинируя его с другими инструментами, включая фракталы Билла Уильямса. Вот примерный план, как это сделать на практике. Сначала определяем экстремумы, Эвисон-осциллятор и акселератор-осциллятор, пики и впадины на их гистограммах. Для этого можно сравнивать значения каждого бара с соседними, если текущий бар выше или ниже двух соседних, это локальный максимум или минимум.
Для точного определения экстремумов и временного лага между ними используйте экспоненциальную скользящую среднюю, например, с периодом 5 или 10. Это сгладит шум и отсечет ложные пики, вызванные волатильностью, позволяя четче увидеть развороты и лаг обычно от 1 до 7 баров. Точнее, надо, конечно, тестировать на разных валютных парах, таймфреймах и так далее. Дальше подключаем фракталы на ценовом графике. Напомню, фрактал вверх – это бар с самым высоким максимумом среди 5. Фрактал вниз с самым низким минимумом. Проверяйте, совпадает ли разворот AC с формированием фрактала. Например, если AC достиг пика, а на графике цены появляется фрактал вниз, это мощный сигнал возможного разворота. Такой подход связывает динамику индикатора с ключевыми уровнями цены. Для дополнительной фильтрации на ценовом графике используйте индикатор аллигатор. Если его линии сжаты, рынок во флете и сигналы фазового сдвига становятся особенно значимыми. Но учтите, что аллигатор всегда запаздывает. Уровни поддержки и сопротивления также помогут подтвердить значимость фрактала. Наконец, анализируйте контекст рынка. С помощью ADX вы можете определить, в тренде мы или во флете. Если ADX ниже 20 или 30, фазовые сдвиги и фракталы работают лучше. ATR добавит понимание волатильности. Его рост при развороте AC и формировании фрактала может указывать на сильный пробой. Эта комбинация фазовый сдвиг, фракталы, аллигатор, ADX и ATR позволяет выжать из рынка, если не максимум, то очень много информации и повысить точность ваших входов. Тестируйте, анализируйте, и вы увидите, как эти инструменты усиливают друг друга. В заключение, фазовый сдвиг между AO и AC отражает поэтапную реакцию рынка от изменения ускорения к импульсу и цене. Это инструмент для наблюдения психологии толпы в количественных терминах. Он не универсален, в трендах предпочтительнее позиционная торговля, хотя он тоже способен дать сильное подтверждение тренда при нулевом лаге. Но во флете предоставляет преимущество, где стандартные индикаторы слабы. На этом у меня все. Пробуйте метод на исторических данных, тестируйте комбинации, поделитесь опытом в комментариях, подписывайтесь для дальнейших разборов. И успехов на рынке!